Это эффектное растение часто сравнивают с роскошным нарядом невесты. Его обильное белоснежное цветение способно затмить даже самые красивые садовые кустарники. Называется экзохорда. В разгар цветения кусты экзохорды становятся похожими на заснеженные купола из множества белоснежных цветов, сияющих в лучах солнца. Недаром это растение еще называют жемчужным. Такой ослепительный эффект создается за счет пышных соцветий, в которых насчитывается до 15 очаровательных цветов диаметром около 5 см. К тому же цветение происходит по всей длине ветвей, сверху до низу. Очень красиво выглядят не только цветы, но и белоснежные бутоны, напоминающие жемчужную россыпь. Неудивительно, что цветущую экзохорду сравнивают с убранством невесты. У взрослых растений побеги эффектно изгибаются, придавая кустарнику объемную паникающую форму. Экзохорда отлично поддается стрижке. Ее саженцы можно формировать как угодно, даже в виде штамба. Таким образом можно вырастить невысокое деревце, цветущей кроной в форме зонтика. Из этого кустарника также получается роскошная живая изгородь. Экзохорда красиво выглядит как сама по себе, то есть отдельно посаженной, так и в компании с другими растениями. Но перед покупкой саженца обращайте внимание на его сортовые характеристики и размеры во взрослом возрасте. Среди этой культуры выведено немало достойных сортов. Если вы хотите иметь невысокий кустарник, обратите внимание на компактный сорт The Bright. Его заявленная высота всего около 1,5 метра. Он также отличается более умеренным ростом. Такие растения можно выращивать не только в открытом грунте, но и в контейнерах. С их помощью легко украсить террасу, зону отдыха и придомовую территорию. Кстати, название этого сорта переводится как «невеста». Единственное, что роскошные белоснежные цветы экзохорды почти не пахнут. Исключение – это экзохорда Джеральда, цветение которой сопровождается слабым, ненавязчивым ароматом. Зато их нежные лепестки выглядят словно из перламутра и очень красиво переливаются в лучах солнца. Пышные цветочные кисти экзохорды отличаются от многих цветущих кустарников своей нежностью и обилием ослепительно-белых соцветий. Хотя многие экзохорду сравнивают с чубушником, однако последний принадлежит к семейству гортензиевые, а экзохорда – к разоцветным. В период массового цветения кусты будто светятся. Они красиво освежают вид весеннего сада, создавая ослепительно-белые акценты, привлекающие внимание даже издалека. При несложном уходе этот кустарник подарит вам невероятно обильное цветение, которое продлится с мая по июнь. В южных садах экзохорда зацветает уже в апреле. Бывает, что этот кустарник в конце лета цветет повторно. Из плюсов саженцы экзохорды начинают цвести уже в молодом возрасте. То есть вам не придется ждать несколько лет, чтобы увидеть ее первые белоснежно-жемчужные цветы. Отдельно хочу сказать про зимостойкость этого кустарника. Есть несколько устойчивых к морозам и неприхотливых видов и сортов, которые выдерживают понижение температуры до минус 30-34 градусов. Например, низкорослый сорт Ниагара без укрытия переносит морозы до минус 29 градусов. Но даже в случае подмерзания ранней весной можно провести санитарную обрезку растения, после чего куст выпустит молодые побеги. Экзохорда достаточно неприхотлива и хорошо восстанавливается. Она также не требовательна к почвам, хотя предпочитает более рыхлый и питательный состав со слабокислой или нейтральной реакцией. Чтобы куст порадовал вас множеством белоснежных соцветий, саженцы лучше высаживать на солнце. В жарких регионах в полутени. Посадку проводят весной или осенью, хотя контейнерные саженцы закрытой корневой системы можно высаживать на протяжении всего теплого периода. Обрезку проводят сразу по окончанию цветения, так как экзохорда цветет на вызревшей древесине, то есть на прошлогодних побегах. Такая процедура будет стимулировать рост новых веток и более обильное цветение. Экзохорда крайне редко поражается болезнями и вредителями. Однако при посадке в известковую почву на листьях может проявляться хлороз. Капризным в уходе этот кустарник сложно назвать. С ним вполне справятся даже начинающие садоводы.
Среди экзохорда есть разные виды и популярные сорта. Например, экзохорда крупноцветковая вырастает объемным кустом высотой до 3 метров, а экзохорда Альберта и того больше. Если у вас небольшой сад, присмотритесь к невысоким сортам или гибридам, как, например, экзохорда The Bright и Ниагара, которые ко всему еще отличаются своим супер обильным цветением и крупным размером цветов. Размножить этот кустарник можно черенкованием, хотя экзохорда при благоприятных условиях может даже давать свой самосев. По окончанию цветения на ветках завязываются семенные коробочки, но стоит учесть, что сеянцы могут не повторить сортовые качества материнского растения. К тому же семенам необходима стратификация. Цветущая экзохорда способна поразить воображение даже самых искушенных и привередливых садоводов и ощутить настоящий восторг. Ее водопады из ослепительно белых цветов не оставят никого равнодушным. Все, кто хоть раз видел этот кустарник в цвету, запоминают это зрелище на долгие годы. И это при том, что выращивать экзохорду совсем не сложно. Я также буду всем благодарна, кто поделится своим мнением и опытом выращивания этого растения в комментариях и посоветует подобные неприхотливые и обильно цветущие кустарники для создания малоуходных садов. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.